Привет, привет! Ну что, подошел к концу сезон жидкой воды 2024 года. Это знаете, что пора записать свой топ приманок по различной рыбе. Начнем со щуки. Итак, щука в этом году у меня, конечно, не особо заладилась. Было много мелкой рыбы. Основные приманки были как крупные, так и мелкие. Но клевалось все равно в основном мелкие. Ну, осенью уже были крупные экземпляры. Ну, довольно много было поклевок. Итак, начнем. На пятом месте в этом году у меня Orbit 110 SP-шка. Такой сине-желто-оранжевый цвет. Очень неплохо ловит, в принципе, травянку обычную, то есть не крупную. Ну, ловил исправно. Но вся рыба была мелкая, до килограмма. Было много особей поймано в октябре, ноябре, когда я последние 2 часа рыбалки на крупной приманке уделял минут 15-20 всего лишь ловля на Orbit 110. Он всегда вручал мне 2-3 рыбы, он давал, в принципе, регулярно. Проводку делаю не спеша, долгие паузы по 3-5 секунд, в зависимости от месяца. Если октябрь, то делаю это 5 секунд, сентябрь 3, в ноябре вообще по 7 делаю. Как правило, атакую именно на паузе. Идеальный баланс, а отменно летит. Ну, про Orbit долго говорить не буду. Это всем знакомая приманка, довольно банальная. Игру вы сейчас увидите на экране. На 4-м месте в этом году у меня ворвался Buster Jerk в 150 размере. Это легендарная приманка, которая обрела популярность по всему миру после 2009 года, после фильма «Щучья лихорадка». Стефан Труман и Торбан Бастер именно на эту приманку ловили больше 100 щук за несколько дней. У меня веры в эту приманку на самом деле не было, но я ее кидал довольно мало. Всего за год сделал 150-200 забросов. Но данная приманка за эти 150-200 забросов подарила мне 9 по-настоящему крупных щук, которые клюнули, но по различным причинам не сходили. Вот, допустим, один эпизод, как она сошла. Щука. Вот такая небольшая. Ну там, конечно, больше было. А может и большая. Походу большая. Походу нехилая щука. Трындец. Ну да, такая. Под 5. Ну, второй эпизод. Мелочь. Наверное. Да. А не мелочь, нормально. О, блин, не мелочь. Ё-моё! Как ее взять? Так, ну... Вот. Она мне в пасак не влезет. Ну где ж ты пасак, когда ты нужен? Всякую хуйню тут нашел. Ой, якорь. Ну что, попробуем взять ее. Не, ну такой я не возьму. Но почти влезла, не. Я не могу взять, короче. Да ладно. Она сейчас отцепится. Короче, такая щука. Не влазь, не пасак. Я сейчас зацепился за кого-то. Ну ладно. Короче, ребята, вот такая щука. Я сейчас попробую отцепить ее, наверное. Короче, давай на берег, наверное, я попробую вот так достать. Приманочка. Надо подсак побольше взять в следующий раз. Давай на берег туда. Ну, короче, рыбак такой себе я.
Проводку делаю не спеша. Тонет он 4 секунды на метр где-то примерно. Атакует с толще воды, то есть на глубине 3-4 метра. Идеальная приманка для ловли. Такой вот Buster Jerk. Mad Tiger, были у меня другие цвета. В общем, шикарная приманка. Отличный баланс. Дала мне веру вообще неимоверную в джерки. Ну, просто банально. Если не умеете ловить рыбу, как говорят джерковики, берите Buster Jerk и научитесь ловить на джерки. На третьем месте это Orbit 80 SP. Притом данный Orbit ловил намного лучше в таком размере, чем 110. И еще одна особенность в том, что конкретно вот эту приманку, допустим, я восстановил. То есть она восстановленная, у нее нет лопатки. Лопатку я сам сделал, и получилось заглубление у нее чуть меньше. Кидаю его намного чаще. Вот эта приманка давала мне, в принципе, в течение всего года щучек от килограмма. То есть там килограмм, килограмм 300, 400, 500, постоянно везде. Очень стабильная приманка. Притом ловила более крупную, чем 110-я. Вот такой парадокс. В этом году мелкие приманки ловили более крупную рыбу, чем крупные приманки, чем 110-я и 130-я. Игру вы сейчас увидите на экране. По проводке. Данный вобер тоже долгие паузы, но не такие длинные делаю, как на 110-м, все-таки более рывковые. И в основном это я на реках, конечно, ловил. Поэтому есть течение, струю держит отменно, горизонт. В принципе, у восстановой лопатки идет 50 сантиметров, ну а классическая около метра, метра 10. Серьезно? Красавец. Тяни. Смотри, снимаем, Тимон. Ё-моё, это карп или кто это? Блин! Тяни. Сорвался? Едем снимать репортаж. Подожди, Димон. О, вот это рыба! Это рыба моей мечты. Из петуха. Покажи еще раз. Опасный маневр. Ой. Здорово. На втором месте Хамсин 70 SP. Ловит отлично весной и глубокой осенью. Если надо уйти от нуля, когда даже орбиты не ловит, вообще ничего не ловит. Ну, у кого на озере не ставил Хамсина, всегда выручал. Хуже работает по течению летом. Не знаю, с чем связано, но... Ну, потому что, во-первых, это шед 70-й, а во-вторых, не в этой конкретной расцветке, в другой это самый стабильный вобер, который у меня уже на протяжении 5 лет ловит. Обычно у меня в топ-1 входил, на первое место. В этом году он на втором месте. Проводка равномерно с паузами. Можно твичнуть, но все-таки я умирающий, еле-еле, буквально там чуть поворачивая спиннинг, можно давать глубину, давать на спуск немножко. Ну, шед классический, нечего говорить, игру вы сейчас тоже увидите на экране. Ну и на первом месте это Рудра. Рудра, как обычно, именно в такой расцветке. Почему-то в этой расцветке ловит лучше всего. Кидаю часто, честно, ловит часто. Были рыбалки, где просто я уже, клевала настолько мелкая щука, 400-500 грамм, чуть больше этой самой Рудры. То есть, если вы боитесь, что 130-й вобер слишком крупный для рыбы, поверьте, это вобер идеальный для любой щуки, от большой до мелкой. Парадокс в этом году, что он ловил всю мелкую рыбу, но ловил очень хорошо. И был эксперимент, что я просто упирался в другие воберы, он в кувшинках везде. Поставил именно этот вобер, сразу же сходу дал 9 поклевок. Там 3, по-моему, хвоста вытянул, но 9 поклевок мелкой щуки. Второй эпизод был такой же, то есть ловит вобер всегда. То есть он мне помогает уходить от нуля.
Так, только что поставил рудру и сразу последовала поклевка и сход. Не крупная щука была. Цапал где-то там буквально со второго заброса. Не понимаю. Да. Щучки такого размера, это, конечно, не очень. Да. Это я могу спиннингом поднять, чтобы вы понимали. Так. Ушла. Блин, ну что за шнурки такие? Все одного размера, блин. Ладно. Что продергивает ее? Но это рудра. Опа, видали? Еще одна была поклевка, только что на камеру. Совсем мелочь. 8-я. Да. Не на такую, конечно, мы рассчитывали щуку на рудру, но какая есть. Довольно резкие проводки делаю, дергаю его сильно, делаю паузы, делаю ускорения. Ну, шикарная игра, поэтому СПшка, рудра ловит всегда. Это был мой топ-5 приманок по щуке. Хотел пожелать всем удачного Нового года, ловите рыбу, любите рыбалку. Если словили, отпускайте рыбу. А не словили, ну и черт с ним, все равно это ради удовольствия. Покупайте приманки, смотрите канал и живите, главное, здорово в мире и в благополучии. Всем пока!